А вы не считаете, что ценник в вашем, так скажем, магазине, он достаточно высок по сравнению с остальными теми же позициями, представленными в городе там, Москва или даже в Подмосковье, кстати говоря? Ну, конечно. Слушай, такой вопрос. Как часто заходят люди и говорят, что ну пиво за 450 рублей это слишком дорого? Или к вам такие люди не В Слободе таких людей практически нет. Ну, если бывают, то крайне редко, там один человек из 100, потому что когда у нас магазины в Москве были, таких было много. И сейчас, я уверен, мы откроем, и снова таких будет много. А в Москву приезжают избранные, в Слободу приезжают избранные после закрытия, те, которые понимают, что такое натуральный продукт, почему он столько стоит, И которые понимают, нас сколько покупали нужно в Москве, и которые приезжают сейчас из-за того, что магазинов в Москве нет, вынуждены приезжать в Слободу, они приезжают и продолжают питаться натуральной пищей. И им без разницы, сколько стоит. Хотя в Москве у нас продукты, те же продукты стоят, то есть хлеб у нас в Москве стоил 950 рублей за буханку, а в Слободе он стоит 500 рублей за буханку. То есть в Слободе цены в 2 раза ниже, потому что здесь нет тех расходов, которые есть в Москве, там, на аренду, на содержание дополнительных сотрудников, налоги и прочее. Ну, а как ты считаешь, все-таки, вот условно даже берем разницу между хлебом, который продается в Слободе и который продается в Москве. Там разница, ты сказал, по-моему, 450 рублей, да? 950 и 500. Да. То есть ты уверен, что 450 рублей это действительно плата за перевозку? Не за перевозку. И еще за, Я может сказал, быть, аренду это помещения? аренда помещения, это много дополнительных сотрудников. Ну, это действительно 450 Помимо рублей? продавцов, это бухгалтеры, юристы и прочее, кладовщики, водители, кто доставляет, плюс налоги достаточно немаленькие у нас сейчас. И так далее. То есть расходов в Москве много. И поэтому такая разница. Я же говорю, кому дорого было покупать в Москве, приезжали в Слободу, покупали в 2 раза дешевле. Ну, мне кажется, что пока ты доедешь до Слободы, это как бы 55 километров по Новой Риге. Мне Ну, кажется, ты бензина больше у тратишь. человека был выбор, и хочет покупает тут, хочет покупает в Да, вы Москве. всё равно Ну, получается- в основном все покупали в Москве. То есть в Слободе у нас никогда не было аншлага, когда были магазины. У нас натуральная пища, у них отрава, конечно, разная вещь. У них у кого? У всех. Почему у всех? Ну, потому что все, что есть в сетях, все отрава. Ну, Вообще все. Вот тупо все. ну, я не говорю что про то, что есть в сетях, я говорю про то, что есть в Подмосковье. Ну, а в Подмосковье что вам, кроме сетей, есть-то? В Подмосковье что, Про назовите какие-то мне какого-то? единичные Нет натуральные хозяйства Нет никаких крестьянские? единичных, ничего нет. Ни одного магазина не существует такого, где только натуральная пища. Не существует. Только наша. Во всех остальных магазинах в лучшем случае есть что-нибудь случайно не отрава. Там откуда-то не знаем, откуда взялось. А так в основном все отрава с одних и тех же баз. На всех рынках с одних и тех же баз. Во всех ашанах с одних и тех же баз. Во всех вкусвиллах с одних и тех же баз. Все, что называется фермерское, это отрава. Потому что фермер – это мини-агрохолдинг. И он использует те же самые технологии, просто в меньшем масштабе, чем агрохолдинг. Те же удобрения, те же прививки, те дойку доильными аппаратами, то есть с кровью и гноем молоко. Это все отрава. И поэтому это все легально. Это все допущено до прилавков, на все есть справки, и все нормально. Понимаете? Я говорю не про город, я говорю про Подмосковье. Да и я про него же говорю. В Подмосковье-то откуда у вас другие продукты? Драгоценный мой, все с магазинов затариваются. Допустим, я еду по дороге, стоит какая-нибудь бабка, продает, условно говоря, яблоки. Но она же сама их вырастила, сама их сорвала. Это же не обколотая химия? Да, яблоки не обкалываются химией вообще. Ну, Это яблоки абсолютно это правда. условность. Молодец. Давайте не условно, давайте конкретно. Конкретный Что у продукт? нас там есть еще? Ну, молоко, например, хорошо. Надо проверять. Скорее всего, обколото. У каждой бабушки, скорее всего, обколотое молоко. Уникальное исключение есть психически нормальных бабушек, которые не допускают ветеринаров до своей скотины. Обычно последние денежки отдают ветеринарам и чем-нибудь угощают еще, лишь бы он их обколол. Бабушки приглашают осеменаторов. Таких же баб, знаете, есть страшные бабы-осеменаторы, которые осеменяют их коров. Да вообще я не знаю, сколько бабушек-то осталось в Подмосковье, у которых есть коровы. Практически нету. Если вы не в курсе, все вымерло уже. Одни дачники, безо всяких Нет, я коров. в курсе, что хозяйство страдает, но не настолько же. Настолько же. Настолько же. Все значительно хуже, чем вы думаете. Можно еще найти коз. Козы еще есть. Мало очень, но есть. Коров ни у каких бабушек уже давно нету. По крайней мере, в Подмосковье. Ну, я не знаю ни одной бабушки с коровой в Подмосковье. Вот я вырос в деревне, в Астафьево. У нас у всех, когда я был маленький, были коровы. Ну, во всех домах. Сейчас ни одной. И так во всех окрестных деревнях. Ни у кого. Ни одной коровы. Все покупают молоко в магазине.
Так что ваши иллюзии там про какую-то бабушку с молоком, это вы, наверное, с рынка взяли. Там на рынке сидят такие ряженые бабушки с такими платочками. Это не иллюзия, это Да. простое сравнение цен. Да нету никаких этих цен, нет этих бабушек, не с чем сравнивать, понимаете? Там где-нибудь еще под Пермью еще есть бабушки с молоком. Ну и езжайте под Пермь, покупайте себе молоко каждый день, туда-обратно сгоняйте, посмотрим, сколько оно будет стоить. Нет, так я же сам не спорю с ценообразованием. Я говорю о том, что большинство людей считает, что... Да большинство людей дебилы. Вы знаете об этом? Я вот 52 года прожил, и я вам сообщаю, что подавляющее Я меньше. большинство людей это дебилы. И поэтому ссылаться на большинство это тоже, в общем, плохой признак. Большинство людей это дебилы. Уверяю вас, это факт. Причем можно пожестче даже выражаться. Например? Но не хочу в эфире. Как давно вы были за границей? Очень давно. Последний раз был в Армении лет 5 назад. С тех пор я в розыске везде практически. И Азербайджан меня в розыск поставил. И поэтому это экономит мне огромные деньги, и я никуда не езжу за границу. Очень признателен руководству Азербайджана. А каково ваше отношение к приезжим из Средней Азии и Закавказья? К приезжим или к гастарбайтерам? К приезжим. Нормально. А гастарбайтерам? На работу не беру. Потому что это всегда наркосеть. Ну, гастарбайтеры, это же есть приезжие работники. Ну, можно и так, но я поэтому и договариваюсь о терминах. Может, по-разному называть. Если это речь о приезжих работниках, то я на работу не беру. Получается, есть какие-то все-таки предубеждения. Нет, я просто информирован, что они всегда задействованы, имеются в виду как минимум, для наркосети, для сети торговли наркотиков. Вот узбеки, таджики. Угу. То есть диаспора очень мощная. И поэтому, если приезжают, дергают, то говорят, у тебя здесь будет перевалочный пункт, понял? Он может сказать только есть, потому что иначе его зарежут. И поэтому, если берет кто-то себе узбеков или таджиков на работу, те должны иметь в виду, что это будет именно так. И множество трагедий, связанных с детьми в связи с этим, с детьми хозяев, которые подсаживаются на иглы там, и так далее. Очень опасная штука. Очень опасно. Это мне рассказывал первый раз, и потом я много раз в этом убедился, генерал госнаркоконтроля. Говорит, Герман, никогда не бери таджиков и узбеков. Всегда наркосеть. Что, по-вашему, нужно делать с наркоторговцами? Убивать, казнить, принимать закон соответствующий, казнить. То есть, например, если бы вы узнали, что... Я сейчас ни на что не намекаю, сразу говорю, что, допустим, кто-то из ваших работников как-то в этом замешан, вы бы его убили? Да, я думаю, да. Но это нарушение... Это нарушение закона. Вы УК абсолютно правы. Слушайте, вы очень информированы. Это нарушение Уголовного кодекса. Убивать рабочих – это нарушение УК. Абсолютно правильно. А не легче это отдать под, так скажем, действующее законодательство, чтобы его судили? Слушайте, ну это, знаете, такой вопрос. А вот если бы, а давайте помечтаем, если Нет, бы он как, а достаточно если конкретный. ну смотря какая будет ситуация. Ну, скорее всего, убью. Скорее всего. Потому что это опасность для моих детей. То есть, если человек представлял, значит, опасность для моих детей представляет. Потому что, когда на вытянутый рабочий же близко к детям. И поэтому, если есть наркоторговец, то, конечно, его надо убить. Ну, не для меня. И это я никого не призываю. Вы меня просто спрашиваете, как бы я поступил. Я бы Да. поступил так. Никого не призываю к этому. Когда вы мне задаете вопрос, убить или не убить, я как христианин включаю голову, и так, что про это у нас в Библии. Вот. Это явное колдовство наркота. То есть колдовство, это по-вашему называется наука. То есть это кто придумал наркотики все? По-нашему это... Ну, по-вашему, по-безбожному. А я безбожник? Ну, вы бритый еретик, конечно, это видно же, невооруженный. Это не... Просто у меня плохо растет борода, Это я еще молодой. Не, ну вы же ее бреете или стрижете, правильно? Ну, чтобы красивее смотреть. Конечно, вам чтобы красивее, ну вы еретик и есть, так и должно быть. Вот. И поэтому включаешь голову. Это называется у вас наука, наркота. Наркотики, кто придумал все наркотики? Все наркотики придумали колдуны-ученые. Они же откуда их, что, рабочие крестьяне, что ли, придумали? Это все химические реакции, крокодилы, там всякие героины и все прочее. Это лекарства, аптеки. Это все ученые придумали, это колдовство. И поэтому человек, который это дело внедряет людям и губит людей, конечно, он заслуживает смерти, безусловно. Наркоторговец, безусловно, заслуживает смерти. Это именно такое законодательство должно быть в каждой вообще уважающей себя стране. Смертная казнь за наркоторговлю. А знаете, какой вывод, кстати, из этого? Кстати, вы согласны с этим, что за наркоторговлю вообще надо бы смертную казнь вводить? И я считаю, что это торговля смертью, поэтому да.
Если вы с Но этим... я, опять же, никого не призываю к убийству Конечно, да, наркоторговцев. однозначно. Мы вообще никого ни к чему не призываем. Но если вы с этим согласны, то вы согласны и с тем, что нужно казнить всех наркоманов. Потому что все наркоманы – наркоторговцы. Именно наркоманы, наркосеть, нижнее звено, самое широкое звено наркосети торговой. Именно наркоманы сажают на иглу других молодых людей, чтобы им хватило на новые дозы. Им нужно кому-то продавать, чтобы им еще зарабатывать, чтобы самим колоться. И поэтому главная наркосеть, главные наркоторговцы – это наркоманы. И нужно, конечно, и крупняк казнить, но и наркоманов надо тоже всех казнить, они тоже наркоторговцы. И они, безусловно, заслуживают смерти по священному писанию. Никакой проблемы нет. Ну, это же несчастные люди, по большому счету. Ну, всех, Обманутые. кого казнят, несчастные люди, я вам скажу. Я не про Это факт ничего казни, не- а про факт того, что их подсадили на наркотики. Ну, но тем не менее, они уже наркоманы, они уже торгуют наркотой и подсаживают других. Ну, знаете, этот человек не виноват, что он там убийца. Вот его заставили там убивать, потом он привык, стал убивать там окружающих. Ну, что ж теперь? Это несчастный человек, Чикатило, несчастнейший человек Я этого Чикатило. не говорил. Не, ну это Чикатило меньше людей губит, чем среднестатистический Чикатило, вот так скажем, меньше губит людей, чем среднестатистический наркоман. Наркоман подсаживает огромное количество людей на иглу, особенно талантливый наркоман. Ну, такой креативный, какой-нибудь там хорошо общается с людьми, симпатичный. Он кучу народу подсаживает на иглу, там любой Чикатило отдыхает. Ну что, несчастный он человек, ну что ж теперь, несчастный. Все сатанисты, все слуги дьявола, все ублюдки, все несчастные люди. Ну, безусловно. Скажите, а вы вот ходили на передачу «НТВшники», ведущий которого сделал общественное признание в мужеложестве. Как так вышло? Вы знали об этом? Нет, не знал. Это он сделал после этого общественного признания. До этого никакого, это про Красовского, наверное, говорит. Да. Да, я не знал, что он пидорас. Ни сном, ни духом, я очень удивился. А они тоже заслуживают казни, по вашему мнению? Нет, не по моему мнению. У меня своего мнения нет. Я христианин. Все мои мнения из Библии. Конечно, содомиты заслуживают смерти. Это Библия. Это истина Священного Писания. Конечно. Я абсолютно с этим согласен и исповедую эту же идею. Ну, давайте так, алкоголь в известной степени тоже наркотик. Получается, все Нет, алкоголики... алкоголь это не наркотик. Ну, тоже надо говорить о терминах. Что такое алкоголь? Алкоголь Если человек- напиток, содержащий в себе спирт. О, это правильно. Это уже близко к наркотикам. Совершенно это самый слабый наркотик, но наркотик. Да. А вот то, что вы пьете, это не содержит спирт. И что я пью. Потому что здесь естественная перегонка. И здесь высокий градус достаточно, но здесь нет спирта, ни капли спирта. Здесь нет химии. Спирт – это химия. Спиртовые производства, если вы посмотрите в классификации даже на производство, это химические производства, химпром. И спирт пить, это, конечно, садиться на иглу спирта своего рода. Безусловно, вы правы. Спиртосодержащие напитки – это наркота, легкая наркота, безусловно. Вот, ну это как и курение, тоже наркота и так далее. Но все же есть грань какая-то. Одно дело там выпить стакан водки, а другое дело колоться героином. Разные вещи, согласитесь. И то плохо, но несопоставимо. Поэтому надо включать голову и как-то разделять это дело. Каково ваше отношение к мату? Резко отрицательный. Но я сам, к сожалению, поскольку в детстве привык материться, иногда согрешаю этим, особенно когда в гневе. Мне всегда после этого стыдно, и я прошу прощения у тех людей, при ком я произносил эти поганые слова. Вот совсем матерную брань, то есть там, где используется промать, собственно, промать, почему она называется матерная, это я не использую никогда даже в гневе. А вот всякие похабные слова использую, ну, которые тоже обычно называют матерной бранью. А про мать никогда ничего не говорю. А насколько сложно вас ввести в гнев? И легко. Какие Я темы горделив, разные? гневен, вздорен и исполнен всякими пороками, связанными с этим. И со всем остальным. И какие темы вас могут ввести в гнев? Ну, давайте продолжим, там посмотрим по ходу дела уже. Так, кстати, возвращаясь к мату, смотрел одно из ваших интервью, где ваша цитата на это Царьград ТВ, если не ошибаюсь, ну, по-моему, Царьград ТВ, да, где вы спорили с ведущим насчет уместности использования глагола «блядывать» в эфире. Да, Сколько я понимаю, это что- не матерная брань. То есть «блядь» — это не мат. Нет. Это церковно-славянское слово, русское слово прекрасное, и вообще никакой проблемы. Есть во всех словарях оно. Тогда почему Всё. оно вообще везде Да потому что запикивается? люди дебилы. То мы есть всё- опять люди дебилы. Да, нам нужно все время возвращаться к этому тезису, потому что это тезис, который позволяет понять многие проблемы.
геополитические, политические, государственные, семейные, экономические. Этот фактор, то, что люди дебилы сейчас, большинство людей, он очень важен. Это реальный фактор, это никакое не ругательство там на людей. Это надо постоянно иметь в виду. Потому что от этого зависит наша жизнь, как она строится, то есть среди кого мы живем. В основном нас окружают дебилы. К этому надо относиться адекватно, к ним надо относиться без злобы, без ненависти, но осторожно. Потому что к дебилам вообще надо относиться осторожно, они же дебилы. И поэтому надо так, это все нужно иметь в виду постоянно. И когда я вам говорю, знаете, потому что дебилы, это не потому, что я там типа отбрехаться как-то от вопроса, Ну, я а понимаю, потому да. что это важнейший фактор понимания современности. Такого, как сейчас, дебилизма никогда в мире не было. Почему? Потому что люди очень отравлены. Уже несколько поколений травятся из магазинов постоянно всякой отравой, также вот водкой, бухлом спиртовым, наркотой, облучают сейчас людей сильно. И организм не выдерживает. Не выдерживает не только печень или почки, не выдерживает и мозг. Мозг портится. И поэтому старики, чем больше живут, раньше, чем старше был, тем мудрее, а сейчас, чем старше, тем дебильнее. Потому что они все время смотрят телевизор, сериалы, жрут эту парашу, пьют кока-колу. Они дебилы, у них испорчен мозг, понимаете? Сидят в соцсетях еще. И сидят в соцсетях. И к этому нужно относиться с пониманием. У нас у всех испорчен мозг. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это объективно так. Но тот, кто живет в городе, ну, там нагрузка на мозг такая, что он просто, я не представляю, как он может быть вообще сохраниться нормальным. А значит, человек начинает страдать. Он плохо соображает. Он вообще иногда не соображает. Ну, смотрите, что творится вокруг. Это ж ужас. Например. Ну, всякие извращения, там, чудовищные вещи, которые происходят. Ну, везде и всюду. Ну, это что тебе пересказывать даже противно. Там, что творится с детьми, какими они растут, что творится со стариками, эти бабки в рейтузах, там, с бутылками пива, на скамейках, вообще с трясущимися своими обдряблыми грудями открытыми. Это вообще какая там проблеваться можно, когда идешь по городу. Ну, вообще люди сошли с ума. И это не потому, что какой-то мистический уровень. Это потому, что они жрут отраву. Они отвернулись сначала от Бога, пришли в заблуждение всякого рода, стали заниматься всякой ерундой, а потом их просто стали травить как крыс. И вот эта полузатравленная масса, это и есть городские жители. Они дебилы. И к ним относятся как к дебилам. Им с телевизором говорят: вы великий народ, у вас все хорошо, вы такие прекрасные люди, вы наши выборщики, вы ваши избранники и так далее. Их успокаивают как идиотов. Они ходят на митинги, там какую-то ахинею какую-то требуют, там, про коррупцию, еще что-то. Они дебилы. То есть их утилизируют, а они борются с коррупцией. Их детей убивают, а они ходят, борются за качество подсчета голосов. Это дебилы. И с ними работают как с дебилами. политтехнологи, целые институты, всякие там, специально обученные для этого люди. Работают с этим быдлом, с этой массой. Это безбожная масса. Вообще безбожник и дебил — это всегда было синонимом. Но просто сейчас безбожен весь мир, а еще и затравлен. И это мега-дебилы. Таких дебилов вообще не знала история человечества, которые сейчас большинство населения. Во всем мире. Это не про Россию, это во всем мире. Я, возможно, конечно, безбожник и дебил, но... Вот это уже, знаете, Да. когда человек это понимает Да, или да, начинает допускать, это значит, он коснулся дна и вот-вот пойдет наверх. Это очень круто. Я вас поздравляю. Спасибо. Но вы сейчас сказали про соцсети, но вы же сами их используете. Ну, конечно, я еще автомобиль использую, я еще использую самолет. Но это не значит, что самолеты, автомобили, соцсети, я должен считать, что они нужны. Они вредны. Но вы же их Но я их используете. использую. Как я буду использовать автомат Калашникова, если мне нужно его использовать? Хотя это очень вредно, что он изобретен, понимаете? Ну, это вот как партизаны во время Второй мировой войны, плохо относясь наверняка к производству фирмы Шмассер, использовали Шмассера. Понимаете? Потому что они захватывали их в бою и строчили в живот там фрицам. Не потому, что они хорошо относились к Шмассерам, а потому, что так было надо для победы. Вот и нам для нашей победы надо использовать соцсети, автоматы, самолеты, автомобили, для того, чтобы этого всего не стало. Для того, чтобы не было больше Шмассеров. Понимаете? А какая конечная цель для этой победы? Чтобы их не было соцсетей? Цель? Какая цель? Вот у христианина какая самая большая цель? Хотя, ну ладно, самая большая цель — попасть в рай. А есть еще земные цели. Позаботиться о семье, что-то вырастить на огороде, достать хорошей воды из колодца.
это никак не противоречит тому, чтобы попасть в рай. Но это надо делать во временной жизни. То есть во временной жизни надо жить. Это как экзамен перед тем, как попасть в рай. Для того, чтобы попасть в рай. Немногие выдерживают этот экзамен, но шансы есть у всех. И вот во временной жизни есть временные цели. Ну, как бы не самые главные, но они все равно есть. Вот, допустим, если к вам приходит на участок человек и начинает сыпать вам яд в колодец, там отраву какую-нибудь, вам надо набить ему морду. Это ваша цель. Да. Она понятна. Вот сейчас то же самое. Сейчас не то, что там ядохимикаты в нашу воду сыпят повсеместно. У нас воду вообще отнимают, даже грязную, она уходит в бездну на место нефти, газа, угля, руд и так далее. И нам для того, чтобы у нас сохранился мой колодец для моих детей, на моем участке, для моих внуков, мне надо набить морду тем, кто забирает у нас воду. Понятна логика? Да, Для этого мне надо безусловно. использовать соцсети, самолеты, автоматы, автомобили и так далее. Понятен ответ? Безусловно. Супер. Сейчас немножко сменю тему. Для всех пользователей YouTube, кто просматривал ваш YouTube-канал, было доступно видео, где вы варились в чане. Герман Львович, как ощущения? Но не передать словами. Ты находишься, как будто плаваешь в какой-то удивительной травяной невесомости. Тело не чувствует себя. Нету никаких негативных ощущений, одно сплошное блаженство. Травы благоухают, все парит. Ты весь пропитываешься всем этим мега-натуральными сокровищами. И тебя как будто нет. Одна голова снаружи и все. Это очень круто. А если бы вас не было, мне не надо было бы говорить с вами, я бы уже залез туда с головой. Расскажите, почему вы решили снять такой ролик? Я вспоминаю, зачем я его снимал-то, почему у меня какая мотивация была. Ролик, я могу напомнить, ролик называется «Герман Стерлигов умело залезает в чан», если это поможет вспомнить. Но это делал не я, во-первых, ролик. Это было во время мероприятия. Ярмарка у нас была очередная. У нас каждые полгода проходят большие ярмарки здесь. Это тоже придумал Сергей, предводитель РКС. И здесь собирается куча народу, по 10 тысяч человек примерно в день. И одно из... И проходит много мастер-классов, всяких там мероприятий и так далее. И я показывал свой чан. И показывал, как в нем можно лечить всякие заболевания, ну, если плохо себя чувствуешь. Ну, вот в этом была мотивация. То есть это как одно из средств из лечения от всяких болезней. И я туда залез, это все снимали на камеры, на телефоны и так далее. И кто-то вот выложил этот ролик. Это не я выложил. Я у себя потом перепостил его. И получается, То есть это не я снимал. Там снимал человек 100, наверное. любой желающий может приехать, да, Нет, и нет, нет, не любой желающий. Это целый день надо заниматься этим чаном для того, чтобы его подготовить. Во-первых, его надо наполнить водой 500 литров, потом эту воду разогреть, а это, знаете, на огне довольно долго. Это кубометр дров надо ухайдакать примерно. Это огромный медный чан такой здоровый. Потом, после того, как человек там примет эту ванну, начинается самое главное. Его нужно прокипятить. То есть прокипятить, это что значит? Ну, чтобы эту воду слить, залить новую воду, еще 500 литров. И эта вода, чтобы выкипела вся, для того, чтобы была дезинфекция после этого человека. То есть это вообще до конца дня надо этим заниматься. То есть это целый день история. Чтобы в одном чане одному человеку искупаться, это нужно день убить времени. Так что это тут у нас никакой там проезжей дороги насчет чанов у нас нет. Это удел, можно сказать, избранных, потому что чан один, а желающих много, ну, чан один.